Друзья, всем привет! И мы продолжаем наше прохождение «Мафии». У нас сейчас глава 2, и, как мы видим, 2 года спустя после войны. Заранее извиняюсь, со звуком какие-то проблемы, то есть все слышны голоса, но вот звуки окружающей среды почему-то не работают какое-то время. То есть потом, в моменте видео, все вернется. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Хе-хе-хей! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот он, Эмпайр Бэй. Колись, скучал по нему? Ну а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года 2? Почти 3. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало, я про него слышал. Правда? А то, я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял? Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам патом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских телок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. Салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Ой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась? Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно? В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камоно фратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Приехали. Да, спасибо. Сдачи не надо.
Надо сказать, что в «Мафии 2» очень живой такой открытый мир, где вот чувствуется атмосфера, чувствуется наполненность города. То есть, когда я запустил на PlayStation 4 Киберпанк, я подобного не ощущал. Здесь же люди общаются, там крики, кто-то ругается. То есть, ну, вот прям чувствуешь, что мир живой. Чувствуешься, вот прям, ну, не знаю, вот это вот погружение в атмосферу и в историю Вита. То есть, вот что я хотел сказать. Che sempre oggi la mia cosa, la squadrina, lo so. Che cosa ci troverai poi in quella lì? E intanto smettila di urlare! Ti odio! Quando me l'ha regalato mia madre! E non sopportavo nemmeno lei! Parlare male di mia madre! Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, Так как ждали. дела? Иди сюда. О. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полла. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Benici signore, cominciare che vado unta. Stiamo ricevendo provvedine pure facile che non hanno. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну а как вы сами-то? Франни, ты как поживаешь? Живу пока с мамой. Нашла работу в офисе. На жизнь хватает. Я даже начала отдавать папины долги. Франческа, не надо сейчас об этом говорить. Как ты, бомбина Мио? Это, наверное, было ужасно. Я так боялась, молилась за тебя каждый день. Ничего, мам. По большей части я джип водил. Ну, пострелял немного. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбина Мио. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет, Именно. нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио.
А мне плевать. Простите. Мне плевать, Мы хоть найдем юбку деньги. последнюю Обещаем. продайте. Что тут происходит? Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вита, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Не надо! Вита, что ты делаешь? Вита, прошу, не впутывайся. Не ввязывайся в неприятности, Вита. Хватит, не надо. Давай, крошка! Вита, прошу, не впутывайся. Эй, мать твою, Знаешь что? Вали отсюда нахрен! вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть 2 штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи и поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих телок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на $20 в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Ничего себе. У тебя свой телефон. Да, а теперь и у тебя. Без него в нашем деле никак.
Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да, спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололёда ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Хорошо, теперь направо, потом езжай пока прямо. Эй, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте заметут. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ух ты! Только глянь на эту цыпу. Отлично, Джефферсон 42. Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, я Привет, тебе Джо. клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот, держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется легко. А, дьявол. До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, да? У тебя скоро, получится. Маргарита. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь?
Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Подозрение в угоне машины. Жми на газ! Ясно. Пожалуйста, выйдите. Тут машину угоняет. Преследую. Ну так это еще не конец! Вас понял. Бросик, быстро! Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое топ. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Так, чем могу помочь? Новые номера для тебя не вопрос. Мы ее малость подкрутили. Покрасим в любой цвет. Выбирай. В любой покрасим. Произведение искусства. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. В любое время. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Ты пропустишь. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша.
Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. А вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы, ты в курсе? Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя открою. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Эй, поаккуратней на повороте. Пару недель назад какой-то деятель пробил ограждение и утонул нахрен. Хорошо, теперь направо. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Вот и свалка Майка. Выезжай через ворота. Глянь, какие! Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет? А, слесарюга? Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита — это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, и ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка Господи стоит? боже. Да хрена! И еще не факт, Ты очистит ли. заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, андиаму. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, голова. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину.
Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Потому что бензин остался. Но я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Хорошо, тогда выезжаем как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Здесь направо. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Ха, куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазые свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, видно. Тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там занакутые? Бимеры, букмеры. Хрен их разберет. Что это такое? А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат. Вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дал. А, кстати, ты теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Здесь налево. Я и забыл, какой тут хороший район. Знаешь что, вот буду богатым, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. In a massive show of strength, almost 1,000 B-17 flying fortresses blanketed the capital of the Third Reich with bombs in a massive and daring raid conducted by the U.S. Army Air Forces. The German capital is expected to fall into Allied hands within the coming weeks. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Черта там делаешь? Ну давай, А, черт. Думаешь, я от страха трясусь, как ты?
Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? Эй, задание выполнено. Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Наверное, бомбисты. Кантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Ладно тебе твои 4 сотни. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Я сплю на диванчике в кухне. Зачем на кухне диванчик, ума не приложу.